Сегодня мы с вами будем шить мопса из фетра. Представляете, такую милую собачку из фетра можно шить своими ручками. А теперь быстренько признавайтесь, кто из моих зрителей является обладателем такой милой породы собачек. Мне очень-очень любопытно, так что пишите в комментариях обязательно. Такую собачку мы с вами будем шить из мягкого фетра. У меня это корейский мягкий фетр 1 мм толщиной. Ну и, конечно же, используем мой самый любимый способ вырезать детали по выкройке. Так как я шью мопсика небольшого размера, я советую вам вырезать выкройку, затем приклеивайте скотчем ее к фетру, а уже потом вы четко вырезаете по контуру выкройки. Таким образом, вы очень ровненько и аккуратненько вырежете все детали. Но основное тело и крупные детали мы с вами будем обводить термоисчезающей ручкой. Термоисчезающая ручка — это та, которая исчезает при нагревании. Я всегда следы от термоисчезающей ручки убираю горячим феном. Помимо того, что мы с вами будем обводить термоисчезающей ручкой нашу выкройку, мы также ею будем проставлять контрольные отметочки. Вот именно для этого я циркулем делаю в выкройке отверстия, затем эти отверстия я перенесу термоисчезающей ручкой на выкройку. Это и есть контрольные отметки. Эти контрольные отметочки вам понадобятся для того, чтобы мордочку собрать в нужном месте, пришить глазки, бровки, в общем, все вот эти вот элементы. Также нужно вместе сделать утяжку для того, чтобы сформировать образ нашей собачки, чтобы все было очень красиво, аккуратненько, симметрично, главное. Сделайте отметочку, где пришивать будем в хвостик, вернее, вышивать хвостик будем. То есть все эти контрольные отметки, пожалуйста, не пренебрегайте данной рекомендацией моей, а проставьте. Если вы сделаете такую подготовку, то потом итоговое изделие вас 100% порадует. Почему? Потому что все будет пришито в нужном месте, как это и было задумано автором, то бишь мною. Смотрите, сейчас мы с вами в видео-мастер-классе приступили к формированию такой необычного элемента. Это тот элемент, который я изменила. И так как я публиковала ранее вам прототип и показала вам, он вам очень сильно понравился, я решила немножечко внести дополнение и усовершенствовала данный мастер-класс. Кстати, интересно, как вам больше нравится вот эта вот фигуристость, которая характерна для мопсиков? Насколько такой вариант вам нравится больше? Или же вы можете посмотреть где-то в коротких видеороликах, и я опубликовала также фотографию, там я делала характерную вышивку ниточками, коричневыми ниточками. Вот интересно мне, какой вариант вам нравится все-таки больше? Вот усовершенствованный, либо же вот все-таки сделанный ниточками? Я, кстати, наверное, если же вам нравится первый вариант, прототипа вариант больше, то я включу этот шаблончик тоже в выкройку, основную выкройку, которую я публикую в своей платной подписке. Да, кстати, вот воспользуюсь такой возможностью и приглашу вас в свою платную подписку. Стоимость такой платной подписки очень минимальная и, конечно же, ни в коем случае не отображает всего того, что вы получаете взамен, а взамен вы получаете доступ не только к данному милому мопсику, выкройке и мастер-классу, а также ко всем моим мастер-классам, выкройкам, проектам выкроек. Это большая библиотека уже моих наработанных авторских изделий, мастер-классов, шаблончиков. Боюсь, что даже за месяц вы не успеть все сшить, что есть в данной библиотеке. Это уже более 150 мастер-классов, честно говоря, я уже даже перестала их считать, но надо, кстати, сделать за лето ревизию и пересчитать, сколько же у меня их по факту. Такую платную ежемесячную подписку, поддержку вы всегда можете отменить. Это делается там же, где вы ее оформляете. А оформить ее можно в социальной сети ВКонтакте, ВК Донат, если вам удобна эта социальная сеть, или же на сайте Boosty. Сайт Boosty — это международный сайт, и там могут оформить платную подписку мои зрители из любых стран. Абсолютно любых стран. Так что я вас приглашаю, давайте окунемся в этот мир фетротворчества. А поверьте мне, мы еще столько с вами классного должны сшить из фетра. Поток идей у меня не заканчивается. Конечно же, свою платную подписку я регулярно пополняю новыми проектами, новыми выкройками. Вы это, в принципе, можете видеть по частоте выхода новых мастер-классов, публикаций видео, которые я публикую в открытый доступ. Я буду рада видеть каждого в моей платной подписке. Такая минимальная поддержка с вашей стороны очень важна мне как автору. Мне дает возможности, моральное право творить для вас и придумывать новые проекты, и чему я очень рада. Я также хочу воспользоваться возможностью поблагодарить своих постоянных зрителей, кто постоянно на регулярной основе поддерживает меня и мои проекты. Я вам очень-очень безумно благодарна. Я, конечно, это говорю не в каждом видеоролике, но поверьте мне, мое слово спасибо вам от чистого сердца. Когда я работаю над новыми проектами, всегда они с чем-то приурочены. Либо у меня есть какое-то вдохновение именно делать то, что мне вот хочется сделать, либо же есть потребность у моих детей или запрос у моих детей на то, чтобы я что-то сшила для них. А история создания данного мопсика тоже
тоже уникально. Меня попросил мой друг сделать в качестве подарка для ее дочери вот такую вот собачку-мопсика. Собственно, она является тем обладателем такой вот собачки породы мопс, которого она очень безумно сильно любит, поэтому вот такой вот символичный подарок был бы очень кстати. Поэтому мне пришлось прям буквально, наверное, за 2 дня сделать и собрать данную выкройку, шаблон на данного мопсика. Вечером я нарисовала шаблон, набросала себе наброски, и уже на следующий день я сшила прототип. Именно этот прототип ушел в качестве подарка. Так что за каждой игрушкой, созданной мной, есть своя история. Вот этого мопсика тоже есть своя история. Но я очень рада, что у меня была ограничена во времени, потому что я быстренько ее нарисовала, быстренько его сшила, и вот теперь вы видите вот такой вот мастер-класс, скажем так, и спасибо тем людям, которые обратились ко мне для того, чтобы сделать такой подарок. Потому что только благодаря вот таким вот образом, таким вот запросам от моих близких, от моих деток создаются новые мастер-классы. И от запросов моих зрителей, потому что вы тоже задаете мне темпу, чтобы вам хотелось видеть в новых выпусках. Поэтому пишите. Я, кстати, когда показала данного мопсика, у меня посыпались запросы на создание шаблонов выкроек на разных пород собачек. У нас кто там по очереди? И Джек Рассела очень просили мне девочки, а также просили французского бульдога и кого-то там еще. Так что если вы кого-то хотели бы еще увидеть в моем исполнении вот таких вот милых собачек, пожалуйста, пишите в комментариях, будем что-то придумывать. Если что, буду ставить в очередь и будем реализовывать такие проекты. Я, кстати, люблю собачек. У меня дочка, кстати, возмущалась недавно, она у меня собачница безумная. Она говорит: мама, почему ты не шьешь собачек? То есть там буквально, что я там шила? Корги, наверное, больше собачек я, по-моему, вообще никого даже никогда не шила, не создавала. Поэтому, когда мой ребенок увидел данного мопсика, сказал: так, этот мой, больше никому его не дари. Так что я думаю, что и дочка будет очень этому рада, потому что собачек она очень любит и давно меня просила создавать собачек из фетра. Так что обязательно напишите в комментариях, как вам такой видео-мастер-класс. Если вы новенький на моем канале и вы не понимаете, что тут происходит и почему я так много болтаю не по делу в видеоролике, то вы попали на канал Feltly. Здесь я очень много болтаю, все наглядно показываю видеоролики в самом наилучшем качестве видео для вас, для того, чтобы было вам все видно. Если у вас даже после просмотра данного видео-мастер-класса имеются какие-то вопросы, вы всегда их можете мне задать внизу под видеороликом в комментариях. Я на все комментарии отвечаю и с огромным удовольствием вам подскажу и расскажу, что да как. Ну и, мои хорошие, напишите в комментариях, как вам вообще такой мопсик, понравился ли вам данная игрушечка из фетра. Вот такой вот мой вариант мопса из фетра. А также не забудьте подписаться. Если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь для того, чтобы не пропустить новые выпуски, новые видео-мастер-классы. Я есть в абсолютно всех социальных сетях, так что подписывайтесь. Я веду также творческий блог, очень много чего интересного, делюсь своими страданиями, успехами, в общем, всем интересненьким, что касаемо творчества в целом, а также фетротворчества. Ну что, мои хорошие, я с вами не прощаюсь, а говорю вам до новых встреч. Пока-пока.